Всем привет! Сегодня разберем одну из задач, с которой пришлось столкнуться после очередного раунда тестов приложения под нагрузкой. Для начала расскажу, чем занимается приложение. Это сервис, который принимает поток данных. В нашем случае это некие метрики. Они принадлежат каким-то объектам, имеют название, значение и время, когда были собраны. Каждый из них потенциально может запустить расчет какой-либо формулы для расчета агрегации или после сравнения с неким граничным значением выпустить предупреждение о том, что метрика перешла порог нормального значения. Для того, чтобы была возможность это реализовать, а также для того, чтобы была возможность в некоторых ситуациях оглядываться на небольшой промежуток времени назад, например, для расчета производной, приложение использует краткосрочное хранение данных в памяти. Структура хранения выглядит следующим образом. Это мапа идентификаторов объектов на мап названий метрик на упорядоченный набор сэмплов, назовем его time series, хранящих время и значение для него. Таких наборов данных может быть довольно много, миллионы записей, но каждый из наборов данных ограничен и ожидается, что будет не больше 8-16 значений для ключа объект метрика. Приложение написано на Go, и при тестировании было обнаружено, что довольно много времени уходит на работу GC при постоянном потоке метрик на вход. Для того, чтобы разобраться в ситуации, были проанализированы профили ЦПУ и памяти на предмет необычного потребления ресурсов или создания лишних объектов. После этого было найдено несколько мест, в которых потенциально были проблемы, и написано несколько бенчмарков для локальной проверки гипотез. Одним из проблемных мест оказался процесс вставки новых значений в локальный кэш. Смоделируем данную ситуацию. На экране код части кэша, который отвечает за работу с time series и использует в качестве контейнера для хранения массив. В качестве данных используется структура sample со значением типа float64 и датой. Реализован конструктор, который создает массив необходимого размера, но пустой. То есть после создания метод len вернет 0. Однако массив может вместить в себя n записей без дополнительного выделения памяти. Код вставки элементов в массив реализован в функции push, которая обеспечивает расположение элементов в массиве, отсортированных по времени, и ограничивает размер серии. Также рассмотрим и другую реализацию той же самой задачи, но с использованием B3. Как видим, это было сделать значительно проще. Необходимо определить структуру, хранящую значение и время, и для этой структуры реализовать функцию less, которая используется библиотекой для определения того, куда поместить новый элемент. Далее реализация функции push тривиальна. Этот код, конечно, с первого взгляда выглядит более привлекательным, ведь всем известно, что чем меньше кода, тем меньше багов. Смоделируем ситуацию типичного использования в тесте для замера производительности. Для простоты будем использовать одну мапу, где ключом будет некое имя. Имена будем случайным образом брать из заранее подготовленного массива имен. В тесте же выполнять вставку данных в time series, соответствующей выбранному имени со случайным смещением в даты. В качестве результата мы хотим получить не только данные по времени, потраченному на итерацию, но и данные по выполненным аллокациям на операцию. Для этого был вызван метод reportAllocs. Для запуска написанных тестов был подготовлен скрипт. Давайте остановим свое внимание на некоторых важных для анализа опциях, указанных для запуска. Каждый из тестов сформирует профиль памяти, который будет записан в указанный файл после опции memprofile. Дополнительно к профилю памяти соберем также профиль ЦПУ. Это можно сделать, указав опцию CPU Profile. Количество повторений цикла вставки данных определено с помощью опции BenchTime. В нашем случае это 10 миллионов раз. Процессор не первой свежести и запуск занимает некоторое время. Давайте теперь проанализируем полученный результат. Видно, что время операций для реализации, основанной на массиве, примерно в 2 раза меньше реализации, основанной на B3. Возникает резонный вопрос «почему?». Для начала обратим внимание на то, что вариант, реализованный с использованием массива, не дает никаких аллокаций во время теста, в отличие от реализации на B3. Давайте сравним собранные профили памяти. Для того, чтобы их проанализировать, воспользуемся командой gotool-pprof и укажем интересующий нас файл. Начнем с array memprofile. С помощью команды top можно увидеть список наиболее популярных функций, выделяющих и держащих память. Первая в строчке – это функция создания time series. Это неудивительно, ведь собранные данные будут храниться именно там. С помощью команды list и указания шаблона для поиска мы можем посмотреть, в какой именно строчке происходило выделение. Вторая функция по объему – это, собственно, наш бенчмарк. Давайте посмотрим и ее, также с помощью команды list. Тут мы можем видеть, что внутри цикла память занимает как раз функция по созданию новой time series и вставка в мапу хранящих их. Обратите внимание, что 285 мегабайт на строчке 24 – это те же самые 285 мегабайт, что мы видели в функции new time series. Они находятся в колонке, показывающей, сколько памяти было потрачено где-то внутри этой функции. Тогда как на строке 26 мы видим, что эта память занята уже внутри функции benchmark. Теперь откроем профиль для варианта с использованием B3. Во-первых, команда top покажет нам, что памяти было потреблено почти в 3 раза больше – 1,2 гигабайта вместо 480 мегабайт для варианта с массивом.
Во-вторых, она несколько иначе распределена. Обратите внимание на первую и вторую строки в выводе. Теперь функция push выделяет память в куче. При выполнении list push мы увидим больше деталей. Например, видно, что на строчке 26 происходит выделение памяти как у нас в коде, так и в библиотеке. Таким образом, данная реализация требует больше памяти, а значит и более интенсивной работы сборщика мусора. Давайте проверим теперь, куда уходило процессорное время и попробуем подтвердить гипотезу про сборщик мусора. Для этого откроем и сравним CPU профили для каждого из вариантов реализации. Вывод топ для реализации с использованием массива показывает нам, что в основном время уходило в нашем коде, и только небольшая его часть была потрачена на поддержку со стороны GoRuntime, который как раз и занимается выделением памяти, сборкой мусора и прочими полезными функциями. Однако в реализации на основе B3 картина другая. Там на первых местах как раз рантайм функции, занимающиеся работой с памятью, а нашего кода вообще не видно. Но оно и правильно, ведь большую часть работы делает библиотека. Ее функция как раз попала в список в самом конце. С помощью команды list можно более подробно выяснить, на что именно тратится время в приложении с точностью до строчки кода. Какие выводы можно сделать, основываясь на этом эксперименте? Для решения данной задачи выгоднее использовать отсортированный массив. Что использовать для решения другой задачи? Ответ сводится к тому, что нужно проверять разные варианты и выбирать наиболее подходящий. Благо Go предоставляет встроенные свойства профилирования, которые помогают сделать выбор на основе экспериментов или найти проблему в уже написанном коде. Понятное дело, теоретическое понимание эффективности той или иной структуры данных важно для выбора, но не всегда бывает достаточным, так как есть особенности задачи, особенности реализации по работе с памятью, профиль нагрузки. На этом пока все. Спасибо за внимание. Пока.